Одесса с 1944 по 1950. Как НКВД зачищал криминальную столицу СССР. Операция «Маскарад» и банда «Черная кошка». Одесса. Лето 1946 года. Теплая южная ночь. По темному переулку в районе Молдаванки идет элегантная пара. Он в дорогом костюме. На руке поблескивают золотые часы. Она в вечернем платье. На шее нитка жемчуга. Они смеются, не торопятся. Идеальные жертвы. Из подворотни выскакивают трое. Нож к горлу, пистолет в лицо. «Снимай часы. Быстро». Мужчина медленно поднимает руки. А потом 3 коротких хлопка. Тела бандитов падают на мостовую. Элегантная пара спокойно переступает через них и уходит в темноту. Наутро весь город будет шептаться. Это маскарад. Эта сцена — не документальный факт. Это легенда. Одна из десятков, которые до сих пор рассказывают в Одессе. Но за этой легендой стоит реальная история, от которой кровь стынет в жилах. История о том, как город-герой после войны превратился в криминальную столицу Советского Союза. Как бандиты стали хозяевами улиц, и с наступлением темноты люди боялись выходить из домов. Как в сутки совершалось до 100 преступлений. И как опальный маршал Победы Георгий Жуков, сосланный Сталиным подальше от Москвы, объявил бандитам настоящую войну. Сегодня я расскажу вам то, о чем молчали десятилетиями. О бандах «Черная кошка» и «Додж 3/4», которые убивали целые семьи и прятались в катакомбах протяженностью 2500 километров. О легендарном сыщике Давиде Курлянде, одесском волкодаве, которого боялся каждый вор в Советском Союзе. О таинственной операции «Маскарад», документов о которой не существует до сих пор. И о цене, которую заплатил маршал Жуков за порядок в Одессе. Подпишитесь на канал «Утерянные страницы СССР», чтобы не пропустить ни одной детали этого расследования. Поставьте лайк, если считаете, что люди должны знать правду о послевоенном СССР. Напишите в комментариях, вы верите, что операция «Маскарад» была реальностью, или это миф? И поделитесь этим видео с теми, кто интересуется историей. А я обещаю вам, к концу этого расследования вы узнаете правду. Или, по крайней мере, подойдете к ней так близко, как это вообще возможно. Акт 1. Город, которым правили бандиты. 10 апреля 1944 года. Одесса освобождена. Войска Третьего Украинского фронта входят в город под грохот салюта. Жители выходят на улицы, обнимают солдат, плачут от счастья. 3 года румынской оккупации позади. Кажется, что самое страшное уже случилось. Кажется, что теперь будет только лучше. Но люди еще не знают, что впереди их ждет другая война. Война, в которой враг не носит форму и не стреляет из окопов. Враг живет на соседней улице, прячется в подворотнях, выходит на охоту с наступлением темноты. Вот что представляла собой Одесса к 1946 году. Город, в котором с наступлением сумерек улицы пустели. Люди собирались группами, чтобы идти с работы домой, потому что в одиночку было смертельно опасно. По данным РИА Новости, ссылающегося на сводки правоохранительных органов, десятки банд грабили магазины, склады, фабрики, нападали на местных жителей. В сутки фиксировалось до 100 преступлений. Тех, кто пытался сопротивляться, бандиты убивали без колебаний. Это не преувеличение. Одесса, наряду с Москвой, Ленинградом, Кишиневом и Киевом, вошла в официальный список городов с наиболее высоким уровнем преступности. Но даже на этом фоне южный портовый город выделялся особо. В сводках НКВД Одесса проходила как район с особой криминогенной обстановкой. Задумайтесь, в стране, только что пережившей самую кровопролитную войну в истории человечества, отдельно выделяли Одессу, потому что здесь было хуже, чем везде. А теперь я расскажу вам, кто именно терроризировал этот город. Не абстрактные преступники, конкретные люди с конкретными кличками. И начну с самого страшного имени — «Черная кошка». Эти 2 слова в послевоенном СССР наводили ужас от Одессы до Москвы. По данным историков, в советских архивах МВД зафиксировано не менее десятка бандитских группировок с таким названием, действовавших в разных городах страны в середине 40-х. Как отмечал историк Звягинцев в работе «Война на весах Фемиды», рисованный символ черной кошки на месте преступления стал своеобразным криминальным брендом. Его использовали и подростковые шайки, и матерые уголовники. Но одесская черная кошка была особенной. Не романтичной, не киношной, настоящей. Возглавлял банду некто Николай Марущак. Его правой рукой был отпетый бандит Федор Кузнецов по кличке Когут. По имеющимся данным, оба имели контакты с гестапо во время румынской оккупации. Это важная деталь. Эти люди не были мелкими ворами.
Они прошли школу сотрудничества с нацистами, и после освобождения Одессы им нечего было терять. Банда состояла из дезертиров и была хорошо вооружена. Оружия, оставшегося с войны, хватало на небольшую армию. По данным портала «Компромат», в составе «Черной кошки» насчитывалось 24 человека. Много это или мало? Для города, в котором милиция была укомплектована кадрами лишь на четверть, это была армия. Но вот что поразительно. «Черная кошка» в Одессе — это не одна банда. Это 3 банды с одним именем. Первую, причастную к 12 убийствам, налетам и ограблениям, разгромили еще в 1944 году, вскоре после освобождения города. По данным ленты.ру, эта группировка расправилась с семьей из 4 человек в Дурьяновском переулке. Мужа, жену, сына и невестку расстреляли из пистолета «Парабеллум». Но через год знакомое название снова появилось в сводках. Вторую «Черную кошку» организовали приезжие преступники. Их арестовали и приговорили к расстрелу. И, казалось бы, все, но нет. Третья «Черная кошка» возникла в 1946 году. Как будто это название было проклятием, от которого невозможно было избавиться. Параллельно с кошками город терроризировала банда с необычным названием «Dodge 3/4». Название происходило от марки американского армейского автомобиля Dodge, на котором разъезжал главарь, рецидивист с довоенным стажем по кличке Батя. По данным ветерана одесской милиции Исая Бондарева, в банде насчитывалось 16 отпетых головорезов. Среди них были шофёры гаража иностранного торгового представительства. Они запросто брали машины в любое время суток. Представьте, в разрушенном послевоенном городе, где люди голодают, по ночным улицам мчится американский грузовик, набитый вооруженными дезертирами. Они грабили колхозников с продуктами на дорогах, нападали на склады. Им было все равно, мужчина перед ними, женщина или ребенок. И это только 2 банды. Была еще группировка «Одесский Тарзан». Были десятки мелких шаек. Были одиночки, карманники, домушники, аферисты. Была целая криминальная экосистема, которая кормилась за счет города. А сейчас деталь, которая объясняет, почему с этим было так сложно бороться. Одесские катакомбы. Бывшая каменоломня — гигантская сеть подземных ходов, общей протяженностью, по данным РИА Новости, около 2500 километров. Во время войны там прятались партизаны. После войны туда переселились бандиты. 2500 километров подземных лабиринтов. Полная карта этих ходов не существовала ни у кого, ни у милиции, ни у военных. По воспоминаниям коллег Давида Курлянда, он сумел получить наиболее полную карту катакомб от одного из своих осведомителей из уголовной среды. Но даже эту карту он отказался передать начальству, потому что дал слово хозяину карты никому ее не показывать. И начальство вынуждено было с этим смириться. Такие были времена, такие были правила. А теперь представьте себе картину целиком. Город, разрушенный войной. Голод, 1946 год, принес сильнейшую засуху и неурожай. Людям нечего есть. Милиция обескровлена. На всю Одессу не хватает опытных кадров. Бандиты вооружены лучше, чем стражи порядка. Они знают каждого местного оперативника в лицо и охотятся на них. Талантливых и неподкупных сыщиков выслеживали и убивали. Бандиты контролируют подземный город протяженностью в 1000 километров, и они настолько уверены в своей безнаказанности, что когда в город приезжает маршал Советского Союза Георгий Жуков, они в первый же день угоняют его личный трофейный «Мерседес» болотного цвета. А на следующий день возвращают с запиской «Извините, не знали, чье это имущество». По свидетельствам очевидцев, опубликованным в материалах ленты.ру, этот жест был совершенно осознанным. Бандиты давали маршалу понять: «Мы можем все. Мы — хозяева этого города, не ты». Это был вызов. Личный вызов человеку, который разгромил гитлеровскую Германию. И Жуков этот вызов принял. Но прежде чем рассказать о том, что сделал маршал, нужно понять, откуда все это взялось. Почему именно Одесса? Почему этот город стал криминальной столицей огромной страны? Ответ уходит корнями на столетия назад, и он вас удивит. Акт 2. Почему Одесса стала криминальной столицей? Чтобы понять, почему именно этот город оказался эпицентром послевоенного криминала, нужно отмотать время назад, на 150 лет. Потому что Одесса не стала криминальной столицей в 1946 году. Она ею была всегда. 1794 год. На месте турецкой крепости Хаджибей закладывается новый город. Российская империя предоставляет поселенцам налоговые льготы, и в Одессу хлынул поток самого разношерстного люда. Греки, молдаване, армяне, итальянцы, евреи, а вместе с ними — беглые крепостные и преступники.
Порт открывал возможности не только для легальной торговли, но и для контрабанды, мошенничества, подпольного бизнеса. Район Молдаванка стал настоящим конвейером по производству криминальных авторитетов. Местом, где преступное ремесло передавалось по наследству, из поколения в поколение. Одесские воры гордились своим своеобразным кодексом. Они предпочитали действовать без лишних жертв и, по свидетельствам историков-краеведов, старались не грабить бедняков и людей среднего достатка. За это их даже уважали горожане. Преступность здесь была не просто явлением, она была частью городской культуры. С этим жили, к этому привыкли. Но привычный уклад рухнул дважды. Первый раз в гражданскую войну, второй — после Великой Отечественной. И второй раз оказался страшнее. А теперь самое важное — то, что отличало послевоенную Одессу от всех остальных криминальных городов СССР. Румынская оккупация. С октября 1941 по апрель 1944 года Одесса находилась под румынской властью. И здесь произошло нечто, чего не было ни в Москве, ни в Ленинграде, ни в Киеве. Под румынами в городе бурным цветом расцвели рыночные отношения. Открылись коммерческие рестораны, частные лавки, биржи. Черный рынок работал открыто. Контрабанда шла через порт потоком. За 3 года оккупации в Одессе сформировалась целая теневая экономика со своими правилами, связями и кадрами. Когда советская власть вернулась, эта экономика не исчезла. Она ушла в подполье. И люди, которые 3 года зарабатывали в серой зоне, не собирались возвращаться к социалистическому быту. Часть из них стала бандитами, часть — их пособниками. Но оккупация оставила и другой след, куда более кровавый. Отступая, немецкие и румынские спецслужбы сформировали на территории Одесской области диверсионные группы с конкретной задачей — дестабилизировать жизнь города после освобождения. Диверсанты смешались с мирным населением. Бывшие полицаи, старосты, коллаборационисты — все они никуда не делись. Они затаились. И часть из них влилась в криминальные группировки, принеся с собой навыки, оружие и абсолютную готовность убивать. И вот здесь мы подходим к масштабу проблемы, который выходит далеко за пределы одного города. Потому что послевоенная преступность — это не одесская болезнь, это общесоюзная эпидемия. По данным научной работы историка Богданова, основанной на архивных материалах, за первый послевоенный 1946 год органы внутренних дел зарегистрировали по всему Советскому Союзу 1 миллион 14 тысяч 274 преступления. Это на 20% больше, чем годом ранее. Вдумайтесь в эту цифру. 1 миллион преступлений за 1 год в стране, которая только что разгромила нацизм. Убийство. Если в 1944 году по СССР было зарегистрировано 7131 убийство, то в 1945 уже 7969, а в 1946 — 10218. Рост почти на 43% за 2 года. Число разбойных нападений за тот же период удвоилось с 13 357 в 1945 до 29 368 в 1946. Это задокументированные данные из архива Государственного архива Российской Федерации из дел Верховного Совета СССР. А к 1947 году уровень преступности по сравнению с победным 1945 вырос наполовину. Официальная статистика зафиксировала 1 миллион 200 тысяч уголовных преступлений, налеты на сберегательные кассы и инкассаторские машины, вооруженные ограбления магазинов и складов, дерзкие квартирные кражи с убийствами мирных граждан. Откуда взялась эта армия преступников? Причин было несколько, и каждая из них сама по себе была бы катастрофой, а вместе они создали идеальный шторм. Первая причина — оружие. После войны страна была буквально завалена стволами. Трофейные пистолеты, автоматы, гранаты — все это осело у населения в невообразимых количествах. Достать оружие в 1946 году было проще, чем достать хлеб. Вторая причина — амнистия. 7 июля 1945 года, в честь победы над Германией, Президиум Верховного Совета СССР объявил амнистию. На свободу вышли тысячи уголовников, многие из которых не имели ни жилья, ни работы, ни малейшего желания начинать честную жизнь. Они вернулись в разрушенные города и занялись тем, что умели лучше всего. Третья причина — дезертиры. За годы войны сотни тысяч человек дезертировали из армии. Часть из них скрывалась в лесах, на хуторах, в городских трущобах. Они были вооружены, привычны к насилию и не имели документов. Возвращение в легальную жизнь для них означало трибунал и расстрел. Преступность была для них единственным выходом. Четвертая причина — фронтовики.
Миллионы людей вернулись с войны, пройдя через ад. Они умели убивать. Они видели такое, что ломает человеческую психику. И далеко не все смогли вернуться к нормальной жизни. Психологическая реабилитация? В послевоенном СССР такого понятия не существовало. Человека, прошедшего Сталинград, ставили к станку и говорили «работай». Кто-то справлялся, кто-то нет. Пятая причина — голод. Засуха 1946 года ударила по сельскому хозяйству так, что в ряде регионов начался настоящий голод. Нехватка продовольствия толкала людей на преступления. По свидетельствам, опубликованным в научных исследованиях, убийства совершались ради продуктовых карточек. Офицеров, вернувшихся с фронта, убивали за оружие и продовольственные аттестаты. И шестая причина — кадровый голод в правоохранительных органах. Война нанесла милиции критические потери. С фронта не вернулись тысячи сотрудников. В большинстве городов отделы были укомплектованы опытными кадрами лишь на четверть, а на территориях бывших под оккупацией, таких как Одесса, органы правопорядка приходилось создавать практически с нуля. По данным историка спецслужб Сергея Шурлова, первые послевоенные годы стали тяжелейшим испытанием для советской милиции. До 60% всех послевоенных преступлений приходилось на Прибалтику и Украину. Причем там бандитизм окрасился политически. Националисты и бывшие коллаборационисты действовали не только ради наживы, но и по идейным соображениям. Спокойная обстановка наблюдалась лишь в отдаленных районах Сибири. Туда, где не докатилась война, не докатился и послевоенный криминал. На долю Сибири пришлось не более 3% от всех преступлений. По сводкам МВД, за период с января 1945 по декабрь 1946 года в СССР было ликвидировано свыше 7 тысяч преступных групп. Уничтожены 210 тысяч бандитов. 210 тысяч. Это население среднего советского города. Целый город бандитов. В ноябре 1946 года Лаврентий Берия получил доклад со статусом «совершенно секретно». Документ содержал тысячи выдержек из частной переписки советских граждан, перехваченной органами. Люди писали родным о страхе, о невозможности выйти из дома после захода солнца, о бессилии милиции. Власть впервые осознала масштаб. Это не локальная проблема. Это угроза стабильности всей страны. И на этом фоне в Одессу, в самый эпицентр криминального шторма, прибывает человек, которого Сталин хотел убрать подальше от Москвы. Человек, для которого это назначение было унижением и ссылкой. Но именно этот человек изменит все. Правда, не так, как принято думать, и не совсем теми методами, о которых рассказывают легенды. А сейчас я расскажу вам о том, как были устроены банды изнутри, как они работали, как прятались, и почему их было так невероятно сложно поймать. Это история, которая читается как детектив, только все жертвы в ней настоящие. Акт 3. Одесский волкодав и его враги. А теперь я расскажу вам о человеке, без которого эта история была бы совсем другой. О человеке, который родился на Молдаванке, в самом сердце одесского криминального мира, и всю жизнь воевал с этим миром. О Давиде Михайловиче Курлянде. Бандиты прозвали его «Одесский волкодав», и в этом прозвище и ненависть, и уважение одновременно. 1 февраля 1913 года в бедной еврейской семье на Молдаванке родился мальчик. Его отец, Мендель Евсеевич, был печником, переехал в Одессу из Вильнюса. Мать, Анна Давидовна, домохозяйка. 3 ребенка, нищета. Потом Первая мировая, революция, гражданская война. Отец не выдержал и скончался в 1921 году, когда Давиду было всего 8 лет. Мать не могла прокормить 3, и мальчика отдали в детский дом. 3 года он провел среди беспризорников. 3 года, которые закалили его характер навсегда. После гражданской войны старший брат забрал Давида домой. С 12 лет он уже работал учеником печника, потом на соевом заводе. Казалось бы, типичная судьба для молдаванки. Нищета, детдом, ранний труд. Отсюда обычно выходили в криминал. Но Давид Курлянд пошел другим путем. В начале 30-х комсомол направил его в добровольную народную дружину. Там он попал в специальную группу, которая помогала милиции задерживать опасных преступников. Парня заметили. И 1 февраля 1934 года, ровно в день своего 21-го рождения, Давида по комсомольской путевке направили в Одесский уголовный розыск, помощником оперуполномоченного. С этого дня началась легенда. По воспоминаниям его коллег, собранным в Одесском музее милиции, Курлянд с первых дней работал не так, как все. Он не ограничивался формальными протоколами. Он вел долгие беседы с потерпевшими, ходил с ними на место преступления, выслушивал каждую деталь. Он обладал феноменальной памятью и, как вспоминали сослуживцы, умел буквально проникать в голову преступника, предугадывать его следующий шаг.
За несколько лет он прошел путь от помощника до старшего оперуполномоченного, а потом началась война. Осенью 1941 года Одессу пришлось оставить. Курлянд эвакуировался на одном из последних судов. У известного сотрудника угрозыска, к тому же еврея, шансов выжить под оккупацией не было. Его семья, жена Надежда с детьми, успела уплыть вместе с ним, а вот мать и сестра с детьми остались в городе. Дворник, пытаясь выслужиться перед новой властью, сдал их румынам. Женщин и детей расстреляли. Задумайтесь над этим. Человек узнает, что его мать и сестру с детьми расстреляли, что их сдал сосед, что он ничего не смог сделать. И после этого он возвращается в этот же город и продолжает работать. Не мстить, работать по закону. Из Одессы Курлянда направили в Узбекистан. В Ташкент хлынули сотни тысяч эвакуированных, и среди них хватало криминального элемента. Несмотря на молодость, ему было 28, Давида назначили заместителем начальника угрозыска республики. По воспоминаниям его внука Владимира, Курлянда дед хорошо знал многих одесских уголовников по довоенным делам, и в эвакуации это оказалось бесценным. Затем работа в СМЕРШе. Отряды военной контрразведки шли за наступающей армией, фильтруя освобожденные территории. Полицаи, старосты, власовцы — совершенно новый профиль для сыщика, привыкшего к уголовникам. Но Курлянд справился и с этим. 10 апреля 1944 года он вошел в родную Одессу вместе с войсками Красной армии. По одним данным, на танке. Город праздновал освобождение. Но Курлянду было не до праздников. Он видел, что происходит на улицах. И он знал, настоящая война еще впереди. С апреля 1944 года Курлянд возобновил работу в одесском уголовном розыске. И первое, с чем ему пришлось столкнуться, это непривычные одесские карманники и домушники. Это были вооруженные до зубов диверсионные группы, оставленные немцами и румынами при отступлении. По данным Википедии, ссылающейся на архивные материалы, одной из первых Курлянд нейтрализовал банду Игоря Шевцова, организовавшую убийство и ограбление одесского горвоенкома Ивана Ляшко. Убийство горвоенкома города. Это был сигнал. Бандиты не боятся никого. А теперь о том, как работали одесские банды, почему их было так сложно поймать. Вот что делало их по-настоящему опасными. Во-первых, связь с оккупационным прошлым. Многие бандиты сотрудничали с румынской и немецкой разведкой. Они умели конспирироваться, работать с документами, создавать сети наблюдателей. Это были не уличные хулиганы, это были люди с навыками профессиональных агентов. Во-вторых, вооружение. Бандиты имели на руках не только пистолеты, но и автоматическое оружие, гранаты. В перестрелках с милицией огневое преимущество было на их стороне. У стражей порядка зачастую не было ничего, кроме табельного нагана. В-третьих, система наводчиков и укрывателей. Бандиты не действовали в вакууме. У них были информаторы в милиции, на привозе, в порту. На Одесском привозе, знаменитом рынке, сбывали награбленное. Там существовала целая сеть скупщиков краденого, и каждый знал каждого. Но молчали, потому что за предательство карали мгновенно. В-четвертых, подземный город. Бандиты использовали катакомбы не просто как убежище. Там были оборудованы настоящие базы с запасами еды, оружия, медикаментов. Из катакомб можно было выйти в десятках разных точек города. Окружить бандитов в подземелье было практически невозможно. Он всегда имел запасной выход. А преследовать его в темноте, среди тысяч разветвлений, было равносильно самоубийству. И в-пятых, молодежь. Вот факт, который мало кто знает. По данным, опубликованным на портале право.ру, в 1946 году несовершеннолетние составили 43% от всех привлеченных к уголовной ответственности по всему СССР. 43%. Почти половина всех преступников — дети и подростки. Беспризорники, сироты, воспитанники детдомов. В Одессе, по свидетельствам краеведов, существовали даже своеобразные школы для юных карманников. Обучение проходило на манекене, в который были вшиты колокольчики. Ученик должен был вытащить кошелек так, чтобы ни один колокольчик не зазвенел. Только тогда считалось, что он прошел экзамен. Это не выдумка, это задокументированный факт из истории одесского криминала. И вот против всего этого, против вооруженных банд, подземного города, сети наводчиков и армии малолетних преступников выходил Давид Курлянд со своей небольшой командой. Как он работал? Его главным оружием была агентурная сеть. Курлянд годами выстраивал отношения с информаторами в уголовном мире. По воспоминаниям коллег, он обладал удивительным даром убеждения. Бывало, что после разговора с ним даже матерые рецидивисты вставали на путь исправления. Причем Курлянд добивался этого без угроз и насилия, одним лишь словом. Бандиты знали, Курлянд никогда не подставит, никогда не нарушит данное слово. Если пообещал — сделает.
И это доверие, как ни парадоксально, давало ему доступ к информации, которую ни один другой оперативник получить не мог. Но не стоит идеализировать. Курлянд не был мягким человеком. Он вырос в детдоме, прошел войну, потерял мать и сестру. По свидетельству его сына Анатолия, отец мог быть жестким и бескомпромиссным. Его несколько раз понижали в должности за перегибы в методах работы, потом снова повышали. Начальство ценило его за результат, даже когда средства вызывали вопросы. А результаты были ошеломляющими. Именно Курлянд и его команда ликвидировали самые опасные группировки послевоенной Одессы. Одну за другой. Методично, системно, неотвратимо. Большую часть задержанных отправили на Колыму. Самых жестоких приговорили к высшей мере. При этом, и это важная деталь, Курлянд действовал в рамках закона. По воспоминаниям людей, знавших его лично, он никогда не подставлял своих противников, не фабриковал дел. Бандиты ненавидели его, но уважали. Прозвище «Одесский волкодав» родилось именно из этого сочетания — собачья хватка, но честная игра. И при этом Курлянд жил с семьей, женой Надеждой, дочерью и сыном в коммунальной квартире на Соборной площади, в доме Либмана. За все время борьбы с бандитизмом ни один уголовник не посмел причинить вред его близким. Это говорит о многом. Но один человек, каким бы талантливым он ни был, не мог переломить ситуацию. Одесса тонула. Милиция захлебывалась. Порой за одну ночь фиксировалось до 70 ограблений. Нужна была сила совершенно другого масштаба. И эта сила прибыла в Одессу в июне 1946 года. Только вот прибыла она не по своей воле и не для борьбы с бандитами, а в ссылку. О том, как личная трагедия маршала Победы стала шансом на спасение для целого города, я расскажу в следующем акте. И поверьте, эта история полна таких поворотов, которых не придумал бы ни один сценарист. Акт 4. Ссылка маршала Победы. 24 июня 1945 года. Москва. Красная площадь. Проливной дождь. Но ни один человек не уходит, потому что сейчас произойдет то, чего ждала вся страна. Парад Победы. Первый в истории. По мокрой брусчатке марширует армия, разгромившая нацизм. А принимает парад верхом на белом коне человек, чье имя знает весь мир. Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. В этот момент он — второй по влиянию человек в стране после Сталина. Может быть, даже первый по народной любви. Сталин поручил Жукову принимать парад. Ни себе, ни Ворошилову, ни Будённому, Жукову. По одной из версий, вождь сам хотел выехать на белом коне, но не совладал с норовистым жеребцом на репетиции. По другой, намеренно отдал эту честь маршалу. Какая из версий правдива, историки спорят до сих пор. Но факт остается фактом. В июне 45-го Жуков находился на абсолютной вершине славы. Народный герой, маршал Победы, человек, взявший Берлин. Прошел ровно год, и от этой славы не осталось ничего. Летом 1946 года состоялось заседание Высшего военного совета. По архивным данным, основанием для него послужили материалы допроса главного маршала авиации Александра Новикова, арестованного незадолго до того по так называемому авиационному делу. Новиков дал показания против Жукова. Что именно он сказал, до сих пор предмет дискуссий. Но формулировка обвинения, по свидетельствам историков, принадлежала лично Сталину. Она звучала так. Маршал присваивал себе разработку операций, к которым не имел никакого отношения. Кроме того, Жукова обвинили в незаконном присвоении трофеев из Германии и в раздувании собственных заслуг в разгроме Гитлера. По сути, в умалении роли верховного главнокомандующего, то есть самого Сталина. Вот в чем заключался настоящий грех Жукова. Не трофеи, не операции. Слава. Он стал слишком популярен, слишком любим народом, слишком узнаваем за рубежом. А Сталин не терпел рядом с собой фигур такого масштаба. Расстрелять маршала Победы он не мог. Это вызвало бы непредсказуемые последствия. Армия боготворила Жукова. Простые люди считали его спасителем. Расстрел героя войны мог подорвать то, на чем держалась вся послевоенная легитимность власти — на мифе победы. Поэтому Сталин выбрал другой путь — ссылку. Медленное, методичное унижение. 9 июня 1946 года Жукова сняли с должности главнокомандующего сухопутными войсками и назначили командующим Одесским военным округом. Для маршала, год назад принимавшего парад Победы, это означало одно — изгнание. Его отправляли на периферию, подальше от Москвы, от Кремля, от большой политики. На генеральскую, по сути, должность. Это было не просто понижение.
Это было послание. Ты — никто. Жуков прибыл в Одессу в конце июня 1946 года. По свидетельству ветерана Исая Бондарева, который встречал маршала на вокзале в качестве помощника военного коменданта станции «Одесса-Главная», Жуков приехал с семьей и всем своим имуществом, включая 2 личных автомобиля. Один из них — тот самый трофейный «Мерседес». Маршал выглядел подавленным, но держался с достоинством. Он привык командовать фронтами. Теперь ему предстояло командовать округом. Разница, как между океаном и лужей. Но вот что произошло дальше. И это тот самый поворот, которого не ожидал никто. Ни Сталин, ни сам Жуков, ни тем более одесские бандиты. Оценив обстановку в городе, маршал Победы не стал замыкаться в своем штабе и тихо доживать ссылку. Вместо этого он взялся за то, что умел лучше всего — воевать. Только теперь его противником были не немецкие дивизии, а криминальные банды. По воспоминаниям очевидцев, Жуков устроил форменный разнос местному партийному и милицейскому руководству. Он отчитывал даже первых секретарей обкома и горкома, людей, которые формально ему не подчинялись. Но авторитет маршала был настолько непререкаем, что перечить ему никто не решился. Жуков потребовал очистить город от бандитов в кратчайшие сроки и, что критически важно, не ограничился словами. Он привез с собой людей. По данным издания life.ru, ссылающегося на исследования военных историков, первые наработки секретного плана под кодовым названием «Затмение» появились всего через месяц после прибытия маршала. 9 июля 1946 года Жуков поставил свою резолюцию на документах. План был запущен. Суть затмения заключалась в следующем. Жуков не доверял местным кадрам. Его можно понять. Бандиты знали каждого одесского оперативника в лицо. Утечка информации из милиции была постоянной проблемой, поэтому маршал привлек своих людей, из числа тех, кому доверял лично. По данным того же издания, костяк группы составили опытные разведчики-нелегалы, работавшие в Берлине после окончания войны. Люди, которых в Одессе не знал никто. Люди, привыкшие работать под прикрытием во враждебной среде. Люди, для которых ночная Одесса была не страшнее ночного Берлина. Кроме берлинских разведчиков, по данным РИА Новости, в город приехали десятки оперативников из других регионов, а также наиболее опытные сотрудники НКВД, долгие годы работавшие под прикрытием в разных уголках Советского Союза. Местных бандиты знали в лицо, приезжих нет. В этом был весь замысел. Секретность была абсолютной. По данным life.ru, все сотрудники, временно зачисленные в состав НКВД для участия в операции, сдали свои настоящие документы на хранение особистам. Им выдали новые, поддельные. С этого момента они перестали быть военными разведчиками. Они стали тенями, призраками, людьми без имени и прошлого, которые выходили на улицы ночной Одессы с одной задачей — покончить с бандитизмом. Но здесь нужно остановиться и сказать честно. Степень личного участия Жукова в планировании конкретных операций — это вопрос, на который нет однозначного ответа. Доктор политических наук Игорь Бочарников прямо указывает, что деятельность Жукова на посту командующего Одесским округом обрела в значительной мере легендарный характер. Режиссер документального фильма о тех событиях Максим Файтельберг полагает, что маршал откликнулся на просьбу о помощи со стороны Одесского горкома партии, но вряд ли лично разрабатывал тактику уличных операций. Это документально подтвержденный факт. Местные партийные функционеры действительно обратились к Жукову, потому что своими силами справиться не могли. А вот все, что касается личного руководства маршала ночными рейдами, это уже область легенд и предположений. Что мы знаем точно? Жуков дал приказ. Жуков обеспечил кадры. Жуков создал атмосферу, в которой борьба с бандитизмом стала приоритетом номер один для всех силовых структур в регионе. До его приезда каждое ведомство тянуло одеяло на себя. Милиция, НКВД, военная комендатура действовали разрозненно. Жуков, пользуясь своим колоссальным авторитетом, заставил их работать вместе. Это факт. А вот рисовал ли он лично стрелки на карте ночной Одессы, скорее всего, нет. И здесь возникает еще один важный вопрос. Зачем? Зачем Жуков, находившийся в опале, рисковавший навлечь на себя еще больший гнев Сталина, ввязался в борьбу с одесским криминалом? Ведь ему было бы гораздо проще и безопаснее просто отсиживаться, командовать парадами, подписывать бумаги, ждать, пока буря утихнет. Существует несколько версий. Первая и самая простая — характер. Жуков был человеком действия. Он физически не мог сидеть сложа руки, когда вокруг творился хаос. Вторая версия — расчет. Маршал надеялся, что успешная борьба с бандитизмом в Одессе станет аргументом в его пользу, поможет вернуть расположение Сталина.
Третья и самая горькая версия. Жукову нечего было терять. Он уже был в опале. Хуже было некуда, а значит, можно было действовать так, как он считал нужным, не оглядываясь на последствия. Какая из этих версий верна, мы, вероятно, никогда не узнаем. Но результат известен. Маршалл объявил войну. И война началась. 20 июля 1946 года основной состав группы из 7 офицеров под прикрытием приступил к работе. По данным live.ru, первая же ночь дежурства разведчиков, переодетых в гражданское, оказалась урожайной. Это теория, основанная на публикациях журналистов, а не на архивных документах. Но именно с этого момента начинается самая загадочная и противоречивая глава нашей истории. Глава, которую одни историки считают правдой, а другие — самым живучим мифом послевоенного СССР. Операция «Маскарад». О ней в следующем акте. И я обещаю вам, то, что вы услышите, заставит вас усомниться во всем, что вы знали раньше. Акт 5. Маскарад. Легенда или реальность? А теперь самое интересное. То, ради чего многие из вас смотрят это видео. Операция «Маскарад». Слово, которое в послевоенной Одессе произносили шепотом. Слово, от которого у бандитов холодела кровь. Слово, за которым либо одна из самых жестоких спецопераций в истории советских силовых структур, либо один из самых живучих мифов XX века. Сейчас я изложу вам обе версии. С фактами, с именами, с аргументами. А выводы вы сделаете сами. Версия первая, народная, та, которую рассказывают в Одессе до сих пор. С наступлением темноты на улицы города выходили мужчины в дорогих костюмах, иногда в сопровождении женщин в вечерних платьях. Они гуляли по самым темным и опасным закоулкам, по тем самым переулкам, куда после заката не совался ни один нормальный человек. Золотые часы на запястьях, портсигары, кошельки, оттопыривающие карманы — идеальные мишени для грабителей. Бандиты не заставляли себя ждать, они нападали. И в этот момент жертвы доставали оружие. Короткая перестрелка, иногда без перестрелки, просто выстрелы в упор. Трупы оставались лежать на мостовой. До утра их не убирали, специально, чтобы весь город видел, чтобы каждый бандит, выходящий на промысел, знал, следующим можешь быть ты. Это классическая схема ловли на живца. Приманка, засада, ликвидация. Без ареста, без допроса, без суда, без следствия. По законам военного времени, которое формально уже закончилось. По версии одесского историка Виктора Савченко, за пару месяцев операции были уничтожены несколько сотен человек. По данным портала «Компромат», ссылающегося на исследователей тех событий, только за первые 3 дня маскарада количество ликвидированных бандитов составило 180 человек. 180 за 3 ночи. Это 60 человек за ночь. По 10 в час, если считать, что рабочая смена длилась 6 часов темноты. Задумайтесь над этими цифрами. 60 трупов за ночь в одном городе. Если это правда, это была не операция, это была бойня. По той же версии тела не убирали с улиц до рассвета, иногда дольше. Коллеги уничтоженных бандитов могли видеть результат при свете дня. Это был сознательный прием устрашения, метод, который в современной криминологии называют демонстрационное насилие. Цель — не просто уничтожить конкретных преступников, а сломать волю всех остальных, показать. Правила изменились. Теперь охотятся на вас. По данным издания live.ru, блатным нечего было противопоставить ликвидаторам. Огневое преимущество было на стороне приезжих оперативников. Они начинали стрелять, не дожидаясь нападения. Мелкие преступники, не подозревавшие о существовании операции, десятками попадали под пули. Они выходили на обычный, как им казалось, грабеж и нарывались на профессиональных убийц. Слово «маскарад» стало в Одессе синонимом неотвратимой расправы. Через несколько недель, согласно этой версии, произошел инцидент, который едва не поставил крест на всей операции. Бандиты каким-то образом узнали о ликвидаторах и устроили засаду. Несколько охотников были ранены. По данным live.ru, руководство было вынуждено отозвать всех участников операции. Но пауза оказалась недолгой. Через неделю относительного затишья отстрел возобновился с новой силой. Красивая история, страшная, киношная. Именно она легла в основу сериала «Ликвидация» 2007 года, который посмотрели миллионы зрителей. Именно ее пересказывают в одесских дворах и на форумах в интернете. А теперь версия вторая, скептическая, и она не менее убедительна. На сегодняшний день не существует ни одного документального подтверждения операции «Маскарад». Ни одного. Ни приказа, ни распоряжения, ни рапорта, ни докладной записки, ни протокола.
В архивах МВД — пусто. В архивах КГБ — пусто. В открытых военных архивах — пусто. Картина преступности 30-40-х годов, по данным исследователей, до сих пор остается засекреченной и тщательно охраняемой государственной тайной. Но даже с учетом секретности, полное отсутствие следов выглядит странно. Подумайте сами. Если за несколько месяцев были уничтожены сотни людей прямо на улицах крупного города, где тела? Где медицинские заключения? Где записи в моргах? Где рапорты участковых, выезжавших на место? Все засекречено? Возможно. Но историки справедливо задают вопрос, а зачем до сих пор? Советского Союза нет уже больше 30 лет. Какой смысл хранить эти документы под грифом? Ветеран Исай Бондарев, служивший в 1946 году в военной комендатуре Одессы, то есть человек, находившийся в самом эпицентре событий, категорически отрицал существование операции. Его слова, приведенные в нескольких источниках, звучат однозначно. Он ничего подобного не слышал, не видел и не знал. Бондарев подчеркивал, если бы массовые расстрелы на улицах действительно имели место, какие-то отголоски неизбежно дошли бы до работников милиции и комендатуры. Но разговоров таких не было. И еще одна деталь, которая ставит под сомнение всю легенду. Сам Георгий Жуков. По свидетельству бывшего начальника политуправления МВД СССР генерала Зазулина, маршал на склоне лет любил рассказывать историю о том, как накрыл одесских бандитов на концерте Утёсова. Это он вспоминал с удовольствием. Но о маскараде с расстрелом на месте — никогда, ни слова, ни разу. Человек, который не стеснялся рассказывать о своих военных победах, который по обвинениям Сталина раздувал свои заслуги, этот человек ни разу не упомянул операцию, которая якобы была его главным достижением в Одессе. Это, мягко говоря, странно. Одесские историки, работавшие с документами того периода, высказываются осторожно. Краевед Олег Губарь настоятельно рекомендует не принимать всерьез историческую сторону сериала «Ликвидация» и подчеркивает, что в реальных воспоминаниях Курлянда нет практически ничего общего со сценарием фильма. Ни событий, ни персонажей. Циркулирующие по Одессе истории о ликвидации, как отмечают исследователи, строятся исключительно на рассказах из третьих-четвертых рук. Кто-то слышал от кого-то, кто слышал от кого-то. Ни одного свидетеля, который бы сказал «я это видел своими глазами». Ни одного участника, который бы сказал «я стрелял». Отсутствуют не только документы, отсутствуют мемуары. Даже если предположить, что в советское время участники были связаны подпиской о неразглашении, то после развала СССР ничто не мешало им сесть за воспоминания. Но этого не произошло. Значит ли это, что маскарад — чистая выдумка? Не обязательно. И вот почему. Существует третья версия, промежуточная, и, возможно, наиболее близкая к правде. Часть исследователей допускает, что негласная практика расстрела особо опасных преступников при задержании действительно существовала. Не только в Одессе, во всех городах, где преступность зашкаливала. По свидетельствам, собранным журналистами, это была повсеместная практика. Но только в Одессе она переросла в легенду. Почему? Потому что здесь был Жуков. Фигура такого масштаба притягивает мифы, как магнит притягивает железо. Ветеран милиции Бондарев, тот самый, который отрицал маскарад, при этом подтверждал, что военнослужащие действительно помогали оперативникам в ходе совместных рейдов. Задерживались преступники, изымалось оружие. Это были реальные операции, с арестами, с протоколами, с судебными процессами, но не расстрелы на улицах. Рейды — да, маскарад — нет. Вероятно, правда лежит где-то посередине. Были рейды, были перестрелки при задержании, в которых бандиты гибли. Были, возможно, случаи превышения полномочий, когда стреляли на поражение раньше, чем следовало. Все это вместе, пропущенное через одесское воображение и помноженное на имя Жукова, со временем превратилось в легенду о маскараде. Стройную, кинематографичную, захватывающую и абсолютно недоказуемую. Отдельные исследователи даже высказывали предположение, что авторство самой легенды может принадлежать Жукову. Не напрямую, конечно, но маршал, по натуре склонный к масштабным жестам, мог намеренно не опровергать слухи о жестких методах. Ведь сам факт того, что бандиты верили в маскарад, работал на устрашение не хуже реальных расстрелов. Зачем стрелять, если можно просто позволить слухам делать свою работу? Это теория, но красивая теория. А вот что не теория, а документально подтвержденный факт — это результат. Результат, который не оспаривает никто, ни сторонники, ни скептики. Был ли маскарад реальностью или мифом, преступность в Одессе рухнула. Банды были разгромлены, город ожил. Но как именно это произошло?
Какими конкретными методами были уничтожены «Черная кошка», «Додж» и другие группировки? Это не легенда. Это задокументированная история. И она не менее захватывающая, чем любой миф. О ней в следующем акте. Акт 6. Разгром. Легенда легендами, а теперь факты. Задокументированные, подтвержденные свидетельствами участников операции по ликвидации одесских банд. История, которая не нуждается в приукрашивании, потому что реальность оказалась не менее драматичной, чем любой миф. Начнем с «Черной кошки», той самой, третьей по счету, возникшей в 1946 году. Банды, которая наводила ужас на весь город. Ликвидировать ее выпало Давиду Курлянду и его команде. Курлянд начал с того, что умел лучше всего — с агентурной работы. Он развивал сеть осведомителей, выстраивал цепочки контактов, собирал крупицы информации. По воспоминаниям сослуживцев, опубликованным в материалах РИА Новости, именно через свою агентуру Курлянд вышел на адъютанта лидера банды, приближенного Марущака. Это был ключевой момент. Ни штурм, ни перестрелка. Тихая, кропотливая, невидимая работа, которая длилась неделями. Адъютанта взяли. Начался допрос. 2 суток. 48 часов непрерывной работы. И человек сломался. Он выдал адрес конспиративной квартиры, где скрывалось ядро банды. Это был момент, когда информация стоила дороже золота. Одно неверное движение, и бандиты узнали бы о провале, растворились бы в катакомбах, и все пришлось бы начинать сначала. Курлянд действовал молниеносно. На конспиративную квартиру нагрянула усиленная оперативная группа. По данным РИА Новости, часть бандитов оказала ожесточенное сопротивление и была уничтожена в перестрелке. Другие сдались. Тем, кто выжил, дали по 25 лет лагерей. К тому моменту в стране действовал мораторий на смертную казнь, введенный в мае 1947 года. Но главарь, Николай Марущак, среди арестованных не оказался. Он не стал ждать, пока за ним придут. По данным того же источника, узнав о разгроме банды, Марущак покончил с собой, принял яд. Человек, на совести которого были убийства, грабежи, налеты, предпочел отраву 25 годам Колымы. Или, возможно, он знал, с его послужным списком и связями с гестапо мораторий на расстрел рано или поздно закончится. И оказался прав. В 1950 году смертную казнь в СССР восстановили. Но это еще не все. По данным, опубликованным на портале право.ру, в ходе следствия выяснилась деталь, которая многое объясняет. Среди участников «Черной кошки» были не только рецидивисты, но и молодые водители Одесского военного округа, оставшиеся без работы и средств к существованию. Демобилизованные солдаты, которые не нашли себе места в мирной жизни и скатились в криминал. Им всем дали по 25 лет. И, что примечательно, ни один из осужденных не попал ни под одну последующую амнистию. Отсидели по полной катушке. Власть не простила. Параллельно с охотой на кошку шла разработка банды «Додж 3/4». И здесь Курлянд применил совершенно другую тактику. Ключом к разгрому «Доджа» стала женщина. Любовница главаря по кличке Батя, некая Вера. До Бати она была замужем за другим вором, который обманывал жену, уверяя, что зарабатывает на жизнь рыбалкой. Вера, видимо, устала от криминального окружения, или озлобилась на бывшего мужа, или просто испугалась. Так или иначе, она пошла на контакт с милицией и сделала то, что сломала всю банду. Предоставила оперативникам фотографию Бати. По данным одесских милицейских архивов, этот снимок показали сотни потерпевших. Опознание было массовым и однозначным. Десятки людей указали на фотографию и сказали «это он». Человек, который грабил их на дорогах, разъезжая на американском «Додже». Дальше следствие раскручивалось стремительно. Было установлено, что настоящее имя Бати — Павел Петров. Рецидивист с довоенным стажем, дезертир, блондин плотного телосложения, умело управлявший автомобилем. Через Веру и показания потерпевших оперативники вышли на других членов банды. Выяснилось, что 3 из них, бандиты по кличкам Морда, Филин и Транец, работали шофёрами в гараже торгового представительства иностранной державы. Именно оттуда они брали машины для ночных налетов. На очных ставках члены банды начали давать показания друг против друга. 15 единиц огнестрельного оружия обнаружили в селе Усатово, в доме одного из бандитов. 16-й пистолет, трофейный «Вальтер», принадлежавший лично Бате, был спрятан во дворе отца его невесты, некой Любы. За этим «Вальтером» главарь отправился в сопровождении лично руководителя операции и был арестован. С бандой «Додж 3/4» было покончено. Обратите внимание на разницу в методах. «Черную кошку» взяли через агентуру и допрос. «Додж» — через женщину и массовое опознание. Ни в одном, ни в другом случае не было маскарада, не было ночных расстрелов на улицах. Была кропотливая, профессиональная сыскная работа.
Именно она, а не мифические ликвидаторы, сломала хребет одесскому бандитизму. А теперь эпизод, который обожал рассказывать сам Жуков. Концерт Леонида Утёсова. По свидетельству генерала Зазулина, маршал с удовольствием вспоминал эту историю на склоне лет. И хотя детали разнятся в зависимости от источника, суть такова. Жуков знал, что одесские криминальные авторитеты не могут пропустить концерт знаменитого земляка. Утёсов был для одесситов, и для одесских бандитов в том числе, фигурой почти сакральной. Маршал распорядился организовать масштабную проверку документов у всех зрителей. По другой версии, задержание подозрительных лиц проводилось прямо во время концерта и после него. Десятки разыскиваемых преступников были взяты в одном месте за один вечер. Они пришли послушать Утёсова, а попали в руки милиции. Этот эпизод — один из немногих, который Жуков подтверждал лично. И он прекрасно иллюстрирует реальный стиль маршала. Не мочные расстрелы в переулках, а масштабная, хорошо спланированная облава. Результаты. К началу 1947 года, менее чем через полгода после приезда Жукова, ситуация в Одессе изменилась кардинально. По данным портала «Компромат», прекратили существование не только «Чёрная кошка» и «Додж», но и другие группировки. По данным РИА Новости, число преступлений в городе сократилось вдвое. Почти все грабители и участники вооруженных нападений были либо уничтожены, либо арестованы. Остались в основном карманники, домушники и мелкие аферисты. Тот самый традиционный одесский криминал, который существовал веками и с которым милиция худо-бедно справлялась. По данным live.ru, к началу февраля 1947 года уровень преступности в Одессе вернулся к довоенным показателям 1940 года. Это поразительный результат. Город, который еще полгода назад был криминальной столицей СССР, стал одним из самых спокойных в регионе. Южная Украина была очищена от организованного бандитизма на ближайшие 10 лет. Следующий серьезный всплеск криминальной активности случился уже после смерти Сталина, в 1953-м, когда новая амнистия выпустила на свободу более миллиона заключенных. Осенью 1947 года власти официально объявили о победе над организованной преступностью в Одессе, всего через год после приезда маршала. Но вот парадокс. Именно этот успех стал началом конца для Жукова в Одессе. Первый секретарь Одесского обкома партии Алексей Кириченко написал донос в ЦК. По данным live.ru, в этом обращении он просил избавить Одессу от этого диктатора. Кириченко, партийный функционер, человек системы, чувствовал себя униженным. Жуков, формально не имевший власти над партийным аппаратом, фактически подмял под себя все руководство города и области. Он командовал, приказывал, отчитывал, и все подчинялись. Не потому что обязаны, а потому что боялись, или уважали, или и то, и другое. Для партийной номенклатуры это было нестерпимо. Маршал делал их работу и делал ее лучше. Это не прощает. Донос Кириченко лег на благодатную почву. Сталин и без того не собирался прощать Жукова. Успехи маршала в Одессе не вызвали в Кремле благодарности, они вызвали раздражение. Опальный маршал должен был тихо сидеть и каяться, а он вместо этого стал героем. Снова. Опять. Как всегда. Но расплата за одесский триумф придёт позже. А пока осень 1947-го. Одесса дышит свободно. Люди снова гуляют по вечерним улицам. Привоз торгует, а не сбывает краденое. Дети играют во дворах. И никто больше не рисует чёрных кошек на стенах. Вот только за этот покой заплатили не те, кого прославили легенды, не мифические ликвидаторы в дорогих костюмах, а сыщики угрозыска, которые неделями не спали, месяцами выстраивали агентурные сети, рисковали жизнью при каждом задержании. Люди, чьих имен никто не знает. Люди, которые жили в коммуналках и получали копеечное жалование. Они победили. Не маскарад. Они. О том, чем закончилась эта история для каждого из ее героев и какую цену они заплатили за победу, я расскажу в следующем акте. И предупреждаю, финал этой истории справедливым не назовешь. Акт 7. Цена победы. 4 февраля 1948 года. Министр вооруженных сил СССР Николай Булганин подписывает приказ. Маршал Георгий Жуков переводится с должности командующего Одесским военным округом на должность командующего Уральским военным округом. Свердловск. Тыл тылов. Место, дальше которого ссылать уже некуда, разве что на Камчатку. Менее 2 лет провел Жуков в Одессе. За это время он навел порядок, которого город не видел десятилетиями. Преступность рухнула, банды уничтожены. Жители вздохнули свободно. И в благодарность за все это новая ссылка. Еще дальше от Москвы. Еще унизительнее.
20 января 1948 года, за 2 недели до приказа о переводе, Политбюро вынесло отдельное постановление, в котором обвинило маршала в присвоении трофейных ценностей. Те самые обвинения, которые звучали еще в 46-м. Теперь их оформили официально. Мебель, картины, ковры, сервизы — все, что Жуков привез из Германии. Маршал, по некоторым данным, признал скромную попытку нажиться на трофейной мебели. Но Сталину было неважно, много ли взял Жуков или мало. Важен был сам факт — рычаг давления, который можно использовать в любой момент. Вот контраст, от которого перехватывает дыхание. Человек, принимавший парад Победы на Красной площади, человек, очистивший Одессу от бандитов, этот человек едет в Свердловск с ярлыком трофейного мародера. Армия, которой он командовал, разгромила Третий рейх, а партийный аппарат, который он никогда не мог до конца подчинить, разгромил его самого. И еще один штрих. По данным live.ru, живых участников плана «Затмение» и операции, получившей народное название «Маскарад», уже не осталось к моменту публикации этих материалов. А те, кто служил с Жуковым в Одессе, напрочь отказывались от любых упоминаний о работе маршала по зачистке криминального подполья. Молчание. Глухое, непробиваемое молчание. Как будто ничего не было. Как будто им есть что скрывать. Или как будто скрывать нечего, потому что легенда и реальность никогда не совпадали. Заслуженную награду за одесские события Жуков получил только через четверть века. В 70-х годах министр внутренних дел СССР Николай Щелоков присвоил Георгию Константиновичу звание заслуженного работника МВД. Считается, что именно за борьбу с бандитизмом в Одессе. Маршал к тому времени уже пережил и уральскую ссылку, и смерть Сталина, и возвращение в большую политику при Хрущеве, и новую опалу при нем же. Награда пришла, когда ему было за 70. Поздно. Слишком поздно. Жуков скончался 18 июня 1974 года. Одесский эпизод остался лишь одной из многих глав его невероятной и трагической биографии. А что стало с человеком, который реально, своими руками, уничтожил одесские банды? Давид Курлянд после разгрома «Черной кошки» и «Доджа» продолжал служить. В 1948 году его назначили заместителем начальника угрозыска Одессы. Казалось бы, заслуженное повышение. Но карьера Курлянда никогда не была прямой линией. Его несколько раз понижали за независимый характер и прямоту. Он говорил начальству то, что думал, не заботясь о последствиях. Потом снова повышали, потому что без него не могли обойтись. В 1954 году Курлянд был удостоен Ордена Красной Звезды за борьбу с бандитизмом, одна из высших наград страны. Но при этом, по свидетельствам его близких, две другие высокие награды, на которые он имел полное право, так и обошли его стороной. Система вознаграждала Курлянда ровно настолько, чтобы он продолжал работать, но не настолько, чтобы он чувствовал себя оцененным по достоинству. В 1960 году Курлянд стал заместителем начальника отделения уголовного розыска Одесской области, а в 1963, когда ему исполнилось 50 лет, его уволили в запас. Полвека жизни, 30 лет в угрозыске, десятки ликвидированных банд и пенсия. Коммунальная квартира, скромная пенсия бывшего подполковника милиции. Но Курлянд не сдался. Еще 5 лет после увольнения он читал лекции в Одесской специальной школе милиции МВД, консультировал молодых оперативников, работал с архивами и писал. В 1988 году, за 5 лет до конца жизни, он закончил свои мемуары «Дневник воспоминаний». Красная папка, около 200 страниц, написанных от руки. В ней самые громкие дела, расследованные лично Курляндом. Этот дневник стал экспонатом Одесского музея милиции, который Курлянд сам помогал создавать в 70-х годах. Благодаря его феноменальной памяти и скрупулезности в музее удалось собрать уникальные материалы по истории одесской милиции. Коллеги когда-то смеялись. «Зачем пишешь?» А он писал. И оказался прав. При этом личное дело Давида Курлянда остается засекреченным до сегодняшнего дня. Дневники в открытом доступе. Личное дело под грифом. Еще одна загадка этой истории, на которую нет ответа. Давид Михайлович пережил свою жену Надежду всего на полгода. Так подкосила его потеря. Он скончался 28 января 1993 года от инфаркта. Похоронен на Троицком кладбище в Одессе. Человек, который 30 лет воевал с одесским криминалом, прожил всю жизнь в коммуналке, ни разу не воспользовался служебным положением для личной выгоды и был забыт почти сразу после ухода на пенсию. Почти, но не совсем. В 2007 году на экраны вышел сериал «Ликвидация» режиссера Сергея Урсуляка. Владимир Машков сыграл Давида Гоцмана, собирательный образ, одним из прототипов которого был Курлянд. Фильм стал хитом.
Миллионы зрителей впервые узнали о послевоенной Одессе, о бандах, о борьбе с криминалом. Образ Гоцмана стал культовым, но реальность и кино — разные вещи. Краевед Олег Губарь открыто предупреждал, что исторической стороне сериала верить нельзя. Родственники Курлянда разошлись в оценках. Внук Владимир признал, что характер деда передан точно, а сын Анатолий заявил, что создатели фильма исказили образ отца. По его словам, Машков лишь внешне напоминал Курлянда, но настоящий Давид Михайлович был добрее. Впрочем, добрее — понятие относительное, когда речь идет о человеке, которого бандиты прозвали «волкодавом». В 2008 году, через год после выхода сериала, у входа в здание Одесского областного управления внутренних дел на улице Еврейской, 12, был установлен памятник. Скульптор Александр Токарев, архитектор Владимир Глазырин. На памятнике надпись «Честь, мужество, благородство». Оперативным сотрудникам Одесского уголовного розыска послевоенных лет благодарные одесситы. Формально это памятник всем сотрудникам угрозыска, но в народе его называют памятником Давиду Курлянду. И все знают, о ком речь. В музее одесской милиции на стенде Курлянда хранятся его личные вещи. Табельный пистолет типа Браунинг, орден Красной Звезды, медаль за оборону Одессы и те самые дневники воспоминаний. Пожелтевшие фотографии, вещи человека, который всю жизнь прожил по закону 2П — порядочности и профессионализма. Как сформулировали те, кто знал его лично. А теперь о самом горьком. О том, как память устроена несправедливо. Спросите любого, кто слышал об одесском криминале 40-х, кто навел порядок в Одессе. 9 из 10 ответят «Жуков». 1 из 10, может быть, добавит «Операция «Маскарад». И почти никто не скажет «Давид Курлянд». Маршал провел в Одессе менее 2 лет, Курлянд — 30. Маршал отдавал приказы, Курлянд выполнял работу. Маршал стал легендой, Курлянд стал экспонатом музея. Это не упрек Жукову. Маршал сыграл свою роль, и роль важную. Без его авторитета, без его людей, без его воли навести порядок процесс занял бы гораздо больше времени. Но конкретные операции, конкретные аресты, конкретные разгромы банд — это работа Курлянда и его коллег. Сыщиков, оперативников, рядовых милиционеров. Людей, чьих имен нет ни в одной легенде. Такова цена победы. Одни получают славу, другие — коммуналку и пенсию. И дневник на 200 страниц, который полвека никому не был нужен. В следующем, заключительном акте я подведу итоги. Расскажу, что мы знаем наверняка, а что остается загадкой. И попробую ответить на вопрос, который не дает покоя ни историкам, ни зрителям. Почему мы так любим легенды и так не любим правду? Акт 8. Правда важнее мифа. Вот и подошло к концу наше расследование. Пора подвести итоги. Разложить по полочкам то, что мы знаем наверняка, и честно признать то, чего не знаем. Потому что в этой истории правда и миф переплелись так тесно, что отделить одно от другого — задача, с которой не справились ни историки, ни документалисты, ни спецслужбы. Но попробовать стоит. Что мы знаем точно? Что является документально подтвержденным фактом? Факт первый. Послевоенная Одесса действительно была одним из самых криминально опасных городов Советского Союза. Это зафиксировано в сводках НКВД, в архивных документах, в свидетельствах десятков очевидцев. Десятки вооруженных банд терроризировали город. Люди боялись выходить на улицу после заката. Это не преувеличение и не художественный вымысел. Это реальность, в которой жили сотни тысяч людей. Факт второй. Маршал Георгий Жуков действительно был сослан в Одессу Сталиным и действительно принял активное участие в борьбе с бандитизмом. Он привлек дополнительные силы из других регионов. Он подчинил своему авторитету все местные структуры. Он создал условия для решительных действий. Это подтверждается множеством независимых источников. Факт третий. Банды «Черная кошка», «Додж 3/4», «Одесский Тарзан» и другие группировки были реально разгромлены усилиями сотрудников Одесского уголовного розыска, прежде всего командой Давида Курлянда. Конкретные операции по их ликвидации задокументированы, имена участников известны, методы описаны в мемуарах и свидетельствах. Факт четвертый. К началу 1947 года преступность в Одессе вернулась к довоенному уровню. Это подтверждается статистикой правоохранительных органов и не оспаривается ни одним исследователем. А теперь, что остается загадкой? Загадка первая, главная. Операция «Маскарад». Была ли она? Ответ, который я могу дать честно, мы не знаем. Нет ни одного документа, подтверждающего массовые расстрелы бандитов на улицах Одессы без суда и следствия. Нет ни одного живого свидетеля, который бы сказал «я участвовал» или «я видел». Есть только легенда, красивая, страшная, кинематографичная.
И есть косвенные данные. Резкое падение преступности за считанные месяцы, совместные рейды военных и милиции, слухи, которые циркулировали по городу. Возможно, правда в том, что «Маскарад» — это не одна конкретная операция, а собирательное название для всей совокупности жестких действий, предпринятых при Жукове. Рейды, облавы, перестрелки при задержании — все это было, а народное воображение довершило остальное. Загадка вторая. Роль Жукова. Насколько лично маршал управлял борьбой с бандитизмом? Давал ли он конкретные распоряжения о методах? Знал ли о внесудебных расправах, если они были? Ответов нет, документов нет, мемуаров нет. Жуков унес свои одесские тайны в могилу. Осталась лишь история про концерт Утёсова, единственный эпизод, который маршал подтверждал лично. Загадка третья. Почему молчат архивы? Личное дело Курлянда засекречено. Документы о борьбе с преступностью в 40-х годах до сих пор хранятся под грифом. Участники событий отказывались говорить до самого конца. Что скрывает эти бумаги? Доказательства маскарада? Или доказательства того, что никакого маскарада не было, и кому-то выгодно сохранять легенду? А теперь уроки. Потому что история — это не только факты, это еще и выводы, которые мы из них делаем. Урок первый. О природе мифа. Почему легенда о маскараде оказалась живучее правды? Потому что она проще, потому что она ярче, потому что в ней есть герой, маршал, который одним ударом сокрушил зло. Реальность сложнее. В реальности нет одного героя. Есть десятки людей, каждый из которых делал свою часть работы. Кропотливо, методично, без фейерверков. Агентурная сеть, выстроенная за годы. Допрос, длившийся 2 суток. Фотография, полученная от женщины, уставшей от криминальной жизни. Это не материал для блокбастера, но именно это работает. Мы, люди, устроены так, что нам нужны легенды. Нам нужен один герой на белом коне, который въезжает в город и наводит порядок. Так устроен наш мозг, так работает наша память. Мы запоминаем яркое, простое, эмоциональное и забываем сложное, нюансированное, настоящее. Вот почему весь мир знает имя Жукова, и почти никто не знает имя Курлянда. Вот почему все помнят «Маскарад», и никто не помнит 2-суточный допрос адъютанта Марущака. Урок второй. О цене порядка. Была ли победа над одесским криминалом чистой? Если верить легенде о «Маскараде» — нет. Расстрел без суда, каким бы эффективным он ни был, — это преступление. Даже в 40-е годы, даже против бандитов. Закон либо работает для всех, либо не работает ни для кого. Но если верить документам, победа была достигнута методами, которые при всей их жесткости оставались в правовом поле. Аресты, допросы, судебные процессы, приговоры. 25 лет лагерей. Жестоко, но законно. Правда, скорее всего, где-то между этими полюсами. Были и законные методы, и незаконные. Были рейды по правилам, и были перестрелки, в которых стреляли первыми, не дожидаясь нападения. Были протоколы, и были случаи, когда протоколы не составлялись. Такова природа любой войны, даже войны с криминалом. Чистых побед не бывает. Урок третий. О системе, которая пожирает своих героев. Жуков навел порядок и был наказан еще одной ссылкой. Курлянд 30 лет рисковал жизнью и вышел на пенсию в коммуналку. Система использовала этих людей, выжимала из них все, а потом отбрасывала. И при этом присваивала себе их заслуги. Победу над бандитизмом записали на счет партии и государства. Ни Жукова, ни Курлянда, ни сыщиков угрозыска. Партии. Это урок, который актуален и сегодня. В любой стране, в любую эпоху. Люди, которые делают реальную работу на земле, в окопах, в темных переулках, редко получают то, что заслуживают. Славу получают те, кто стоит на трибуне. Награды — те, кто подписывает приказы. А те, кто выполняет, получают запись в личном деле, если дело не засекречено. И последний урок, самый важный — о правде. Вся эта история о борьбе между мифом и реальностью. «Маскарад» — красивый миф. Курлянд с его 2-суточными допросами и агентурными сетями — некрасивая реальность. Сериал «Ликвидация» — увлекательная сказка. Дневник на 200 страниц в красной папке — скучный документ. Но правда важнее мифа, потому что миф — это то, что мы хотим помнить, а правда — это то, что было на самом деле. И если мы выбираем миф, мы предаем тех, кто жил, работал и рисковал жизнью в реальности. Мы предаем Курлянда, который 30 лет ловил бандитов по закону, без лицензии на убийство и без дорогих костюмов. Мы предаем сотни безымянных милиционеров, которые выходили на ночное дежурство с стабильным наганом против автоматов и гранат. Одесса 1944-1950 годов. Город, переживший оккупацию, голод, бандитский террор и выстоявший.
Не благодаря мифическим ликвидаторам, благодаря обычным людям, которые делали свою работу. Это и есть настоящая история. Без прикрас, без мифов, без маскарада. Правда важнее мифа. Всегда. Если вы досмотрели до конца, спасибо. Это значит, что вам не безразлична правда. Подпишитесь на канал «Утерянные страницы СССР», чтобы не пропустить следующее расследование. Поставьте лайк, если считаете, что люди должны это знать. Напишите в комментариях, какой факт из этого расследования шокировал вас больше всего, что для вас стало открытием. И поделитесь этим видео с теми, кто интересуется историей, потому что эту историю должны знать. До встречи в следующем выпуске.